Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Елена на канале Косметическая кухня Бьюр, на котором я делюсь проверенными рецептами приготовления косметики своими руками и в домашних условиях. На моем канале вы не найдете рецепты масок из кефира или шампуней из яичного белка. Я использую только качественное косметическое сырье, из которого создаю настоящие шедевры. И сегодня я вам покажу рецепт приготовления шампуня для проблемной кожи головы, где основным антимикробным компонентом выступает актив от немецкой компании CLR под названием Cutie Biome. В данном рецепте я не использую никаких синтетических противоперхотных добавок. Данный шампунь отлично пенится даже с первого раза и оказывает шикарный кондиционирующий эффект благодаря загустителю под названием Пребиолин. После мытья этим шампунем волосы мягкие, шелковистые и очень блестящие. Я знаю, что вам очень интересно увидеть процесс приготовления этого шампуня, поэтому незамедлительно нажимайте лайк, а также подписывайтесь на канал, если вы еще не с нами, а я тем временем приступаю к приготовлению. Сейчас на моем столе вы видите набор компонентов, которые понадобятся для приготовления шампуня. Купить такой набор можно в интернет-магазине Бьюр с доставкой по Украине и в другие страны мира. А полный рецепт со всеми дозировками ввода каждого компонента вы найдете в описании к данному видеоуроку. Сегодня технология приготовления шампуня будет несколько иная, чем мы к этому привыкли, потому что данной технологии требует производитель загустителя Пребиолин, который мы будем вводить в данную рецептуру. Поэтому для начала я беру необходимое мне количество заранее подготовленной дистиллированной воды и ввожу в нее 0,1% хелатора содиум фитат под торговым названием Dermafil. Зачем применять хелаторы в моющих и очищающих средствах, читайте в соответствующей статье в блоге Бьюр. Ссылочку вы видите в подсказках, а также в описании к видеоуроку. Размешиваем хелаторы в воде и отправляем данную смесь на водяную баню нагреваться до температуры около 60 градусов Цельсия. А тем временем я приготовлю фазу номер 3, где в чистый простерилизованный стаканчик я добавляю 4% пентиленгликоля, который служит стабилизатором для жирорастворимых компонентов данного рецепта, а также дополнительной антимикробной добавкой и соконсервантом. И затем в нем я растворяю 2% главного актива моего рецепта под названием Cutie Biome, который представляет собой сочетание 3 экстрактов черного перца, мануки и магнолии, которые в комплексе гармонизируют микробиом кожи и подавляют рост грибов, которые и вызывают появление перхоти. И главное, что это полностью натуральный компонент, а не синтетический, как, к примеру, цинк-перитион. Сейчас на экране вы видите результат применения средства спирактон аламином из Cutie Biome. В исследовании использовали несмываемое средство, но если использовать и шампунь, и, скажем, спрей против перхоти, который не будет смываться, результат вас удивит. Более подробные исследования эффективности читайте на сайте магазина Бьюр, ссылочку прикрепляем в углу экрана, а также в описании к видеоуроку. И затем я ввожу 1% Soft Care. Это растительный аналог с силиконом в косметике для волос. И после чего вы можете добавить любимую отдушку или эфирное масло в том проценте ввода, который вы желаете. Я же использую очень вкусненькую отдушку под названием Dream Child. После чего я размешиваю смесь и отправляю ее на водяную баню, также нагреваться до температуры около 60 градусов Цельсия. А пока фаза с пентиленгликолем греется на водяной бане, водичка у меня уже разогрелась до необходимой температуры, и сейчас в нее я добавлю 0,5% консерванта Effacin LA. Это натуральный консервант, который подходит для водных средств pH ниже 5,5. И главное свойство данного консерванта, он способен понижать общую кислотность продукта. После того, как мы добавили содиум фитат, он же Dermafil, в водичку, pH данного раствора выросла. И поэтому сейчас с помощью консерванта Effacin мы этот pH снова опустили. Размешаем его в водичке. И сюда же прям в горячую воду я добавляю 0,5% алантаина, который выступает в роли кератолика для кожи головы и намного лучше растворяется именно в большом количестве горячей воды. В холодной воде алантаин растворяется намного сложнее. После чего я снимаю горячую фазу с пентиленгликолем и жирорастворимыми компонентами, которые также нагрелись на водяной бане, и вливаю их в мою такую же горячую водичку. После чего все компоненты прекрасно растворятся друг в друге. То есть, благодаря пентиленгликолю вы можете ввести в шампуни и другие водные растворы жирорастворимые компоненты.
О том, что такое солюбилизаторы, мы снимали отдельные видео и писали целую статью в блоге Бьюр. После смешивания двух растворов я подожду, пока данная смесь не остынет до температуры около 40 градусов Цельсия. После чего я добавлю 3% увлажняющей и кондиционирующей добавки для кожи и волос под названием бетаин, а также 3% растительной салициловой кислоты, которая выступает как натуральный антимикробный компонент и кератолик, а также она выступает растительным, то есть натуральным аналогом синтетической салициловой кислоты, к которой все привыкли. После чего размешиваем все компоненты в воде до их полного растворения. И затем я хочу добавить в рецептуру загуститель пребиолин в количестве 0,5%. Он выступает в качестве загустителя для шампуня, а также в качестве отличной кондиционирующей добавки, благодаря которой ваши волосы будут мягкие, шелковистые и блестящие. О том, как использовать пребиолин в косметических рецептурах и что он собой представляет, мы снимали отдельный видеоурок несколько недель назад. После чего я отправляю пребиолин с магнитиком на магнитную мешалку и оставляю данную смесь на магнитной мешалке до тех пор, пока у меня не образуется однородный гель. А тем временем я смешаю 17% PAF Plantapon PSC, а также 2% анионного аминокислотного PAF Amisoft. Хорошенечко размешаю их друг в друге и отправлю на водяную баню нагреваться до температуры около 30-40 градусов Цельсия, для того, чтобы PAF отлично мешались друг в друга и раствор стал прозрачным. И после их растворения друг в друге я введу в данную смесь SoPAF и пережиривающую добавку под названием LameSoft в количестве 2%. После чего тщательно вмешаю LameSoft в смесь данных PAF, а также подогрею ее на водяной бане до той же температуры около 30 градусов Цельсия. Итак, что же мы в результате имеем? Это две фазы. Первая из них это водная и жирная, которые были растворены друг в друге и загелены с помощью пребиолина, а также фаза поверхностно-активных веществ, которая состоит из 3 PAF. Обе эти фазы у меня имеют температуру около 30 градусов Цельсия, то есть они подогреты. И сейчас моя задача их смешать. Для этого загеленную фазу я отправляю на магнитную мешалку, включаю ее и начинаю вливать в нее фазу с поверхностно-активными веществами. И хочу сказать, что нюанс подогревания обеих фаз до температуры хотя бы 30 градусов Цельсия немаловажный. Нам очень часто приходят девочки с вопросами, почему мой шампунь при хранении расслоился. Так вот, если вы готовите шампунь горячим способом, то есть подогреваете обе фазы, поверхностно-активным веществам гораздо легче вмешаться в воду или в готовый гель, и вероятность расслоения шампуня снижается. Вот такой вот маленький, но очень важный лайфхак. И только после того, как вы вмешали первую фазу поверхностно-активных веществ, вы можете ввести последний PAF, который есть у меня в рецепте, а именно кока-бетаин 30% в количестве 15%. Амфотерный PAF вводится в самом конце, когда вы точно убедились в том, что pH фазы поверхностно-активных веществ с водным раствором ниже 6. Ввели кока-бетаин и затем оставляем всю данную смесь на магнитной мешалке на 15, 20 или 30 минут, в зависимости от объема средства, которое вы готовите, для того, чтобы все фазы хорошо смешались друг с другом. И в результате, после полного размешивания всех PAF вместе с гелем, у меня получился вот такой вот pH шампуня. Мы изучали тему кислотности шампуней для проблемной кожи головы и встречали значения как 4,5, так и 5,5. То есть ориентируйтесь больше не только на саму перхоть, но и на тип кожи головы. Она может быть как жирная, так и сухая. И для жирной кожи головы опускайте pH до значения 4,5, 5,0, а для сухой кожи лучше делать данную кислотность слабокислой на уровне 5,5. Сейчас я переливаю шампунь во флакончик, а вам хочу сказать, что пенится он просто божественно, а волосы оставляет супер шелковистыми.
И если вы хотите получить более густой шампунь, можете увеличить количество загустителя пребиолин в составе. Но из моего опыта можем сказать, что 1% данного загустителя в таком рецепте дает очень высокую вязкость, и его даже не очень удобно использовать. Поэтому если будете увеличивать, точно не до количества 1%. А на этом мой рецепт подошел к концу. Не стесняйтесь ставить лайки моему видеоуроку и, конечно же, оставляйте комментарии и слова благодарности. С вами была Елена. Всем пока и до встречи в следующих видео.